Детский бальзам против корочек. Рецепт номер 30. Это эффективное и быстрое средство, создано для тех, кто испытывает неприятные ощущения при ходьбе. Например, есть старые мозоли, натоптыши, омозолелость или просто грубая кожа, которая вызывает вынужденное положение стопы и резкую болезненность при ходьбе. Также это средство может быть интересно мамочкам, чьи малыши недавно начали ходить. Его можно применять в области коленей, стоп, кистей, везде, где малыш соприкасается с поверхностью и может натереть кожу, в результате чего кожа станет более грубой, а не мягкой и нежной. Действие и работа нашего бальзама зависит от активных ингредиентов. Что же это такое? В него входят 3 мощных компонента. Первый – это гидроксиэтилмочевина. Это не просто мочевина, это компонент, который мягко действует на поверхностные слои кожи, то есть вы можете быть уверены, что ожога вы не получите, но глубоко воздействует при длительном планомерном применении. Также это алантаин, это природный компонент, который дополнительно смягчает и позволяет грубую кожу сделать более мягкой и податливой для дальнейшего очищения. А также третий компонент – это кокосовое масло. Помимо того, что эффект будет приятный от вдыхания этого бальзама, очень приятно и расслабляюще пахнет. Также кокосовое масло усилит действие предыдущих 2 компонентов, сделает кожу мягкой, нежной и бархатистой, если применять правильно. Как же применять данный бальзам? Все зависит от возраста и того, чего вы хотите добиться. Например, если это малыш младше 1,5 лет, данный бальзам я не рекомендую, чтобы не было аллергических реакций, так как один из компонентов – это гидроксиэтилмочевина. Второй момент – это кратность. Чем чаще вы используете и дольше, тем быстрее достигается эффект. Так, например, если у вас есть грубый участок в области стопы, который мешает вам одеть любимые туфли, либо обувь, я рекомендую использовать данный бальзам каждый день вечером, густо нанести на пораженную область и нанести повязку. Желательно, чтобы это была дышащая тканная повязка, а не лейкопластырь, во избежание контактной аллергической реакции. Также данный бальзам отлично сочетается с маслом для очищения кожи, потому что чем лучше, бережнее и мягче очищена кожа, тем быстрее и эффективнее работает следующий наружный препарат, который мы наносим после очищающего средства.